Ваше Высокопреосвященство, Владыка Митрополит, Ваше Превосходительство, господин губернатор, дорогие владыки, отцы, братья и сестры, я, во-первых, хотел бы поблагодарить Владыку за его добрые слова, но более всего я хотел бы поблагодарить его, духовенство и всех вас за то, что я обрел на этом месте. Мне приходилось неоднократно бывать в Архангельске, когда еще закрытым был Соловецкий монастырь, и когда именно из Архангельска на теплоходе отправлялись экскурсии на Соловецкий архипелаг. Последний раз я там был со своей мамой, она уже была человеком пожилым и, кстати, очень боялась высоты. Но когда я ей сказал, что хорошо было бы нам вместе посетить Соловки, она немедленно откликнулась. А когда я сказал, что надо будет на самолете лететь, она не могла даже переходить над железной дорогой по мосту, так боялась высоты, то на мгновение замерла и сказала: «Все равно полетим». И к этому было несколько причин. Во-первых, святыня Соловецкая, а во-вторых, дед мой исповедник долгие годы провел в ссылке, в тяжких испытаниях на Соловках, включая карцер на Секирной горе, из которого мало кто выходил живым, а он, по вере своей, по силе духа, прошел через все эти соловецкие испытания и остался живым, и затем даже принял священный сан и трудился на Урале, в отдаленном месте, до самой своей смерти, до 92 лет, не покидая своего прихода. Вот в каком-то смысле то, что я говорю, связано с Соловецкой землей, а значит, с Архангельской землей. И, наверное, не случайно, потому что Архангельск всегда играл особую роль в жизни России. Особенно до тех пор, пока не была создана на Балтике новая столица. Архангельск был действительно городом, обращенным к миру. И все торговые пути, и культурные обмены, все это шло через Архангельск. Одновременно Архангельск также был притягателен и для захватчиков. И потому с глубокой древности эта земля была обогрена кровью защитников России. Другими словами, место совершенно особенное. И в духовном смысле, и с точки зрения истории церкви нашей, с точки зрения подвига новомучеников-исповедников, и опять-таки, принимая во внимание особенно наших миссионеров, священников, проповедников, которые трудились здесь, утверждая веру православную, это место особенное. И вот когда посещал Архангельск, в том числе вот и на пути в Соловки, то, конечно, посещал и храм, который здесь был, и душа скорбела по поводу того, что величие этого северного города, такого важного для России, не было выражено в церковной жизни. Маленький храм, а когда вошел в этот храм, то увидел достаточно небольшое количество пожилых людей, и сердце как-то сжалось. Это было первое посещение Архангельска. Ну и вот теперь все эти образы прошлого прошли передо мной сегодня, перед моим мысленным взором, когда я взирал на эту дивную красоту, на собор кафедральный, построенный здесь, вашей верой, вашими усилиями, заботами властей, заботами владыки и духовенства. Вот этот замечательный собор, который является, конечно, символом возрожденной веры, а значит и символом возрожденного северного края. Не может быть край не возрождающийся, когда он построил такой величественный, прекрасный собор. Действительно, это символ воскресения наших душ, нашей жизни, обновления нашей жизни. И одновременно видимый знак того, что еще многое нужно сделать для того, чтобы действительно Русь святая обрела ту силу, когда никто бы не смел посягнуть на нее, когда на Руси действительно было бы жить хорошо,
а не так, как скептически об этом говорил один революционно настроенный поэт. Чтобы действительно жизнь была мирной, спокойной, духовно сильной, без этого никуда. На одной только хорошей зарплате ничего не получится сделать в жизни по-настоящему. Обязательно нужен сильный дух, правильное целеполагание, или то, что мы говорим, целостное христианское мировоззрение. Вот тогда мы способны совершать подвиги и в светской жизни, и подвиги духа. И вот как бы знаком такого духовного возрождения Севера явился этот величественный кафедральный собор. И моя великая благодарность всем, и властям, и людям, которые деньги жертвовали, и которые вносили решающий, может быть, финансовый вклад в строительство этого храма. И, конечно, владыка, в первую очередь вам, потому что вы были двигателем всего этого дела. И я благодарю вас, что вы не убоялись, не устрашились трудностей, и, исходя из очень скромной материальной стороны жизни, все-таки приняли решение строить этот храм, и мы видим, что ваши намерения завершились таким великим, добрым и святым делом. Мне кажется, что Россия вообще переживает сейчас особый период своей истории. Мне приходилось в жизни очень много путешествовать по миру. В силу тех должностей, которые я в церкви занимал, мне пришлось побывать в 119 странах мира, причем в разные исторические эпохи. Мало кто может сказать, что он был в одной и той же стране в абсолютно разные исторические эпохи при разных политических режимах. Поэтому в каком-то смысле у меня особенный опыт знания того, что в мире происходит. И вот сегодня, отталкиваясь в том числе от этого опыта, я скажу, что нигде ничего подобного не происходит, что происходит в России. Везде храмы закрываются, перепрофилируются. В лучшем случае в мечети, потому что мусульманские общины в Европе растут, а люди благочестивые, им нужно помолиться. Так вот, очень часто христианские храмы продают или дают в аренду мусульманам. И это не самое плохое, потому что плохо, когда там устраивают казино или рестораны, или какие-то центры увеселения, но ведь это факт. И он свидетельствует о глубочайшем духовном упадке. А если это происходит, то это значит, что та цивилизация не жизнеспособна. Потому что только та цивилизация жизнеспособна, которая сильна духом, и вся история об этом говорит. Ну и тем более нас учит об этом наша русская история. И вот особенно, я думаю, становится убедительным все то, что я сейчас только сказал, при созерцании вот этого святого храма. Построен Божий храм. Еще раз скажу, что храмы строятся только тогда, когда в них есть потребность. И покуда будет эта потребность в народе нашем, Россия будет непобедима. Потому что нельзя соотнести силу духа народа, который верит в Бога и любит свою родину, с силой, условной силой тех, кто расслабился в комфорте, забыл, что такое любовь к Отечеству своему, и который движется только одним устремлением – получить больше денег и получше их потратить. Вот очень важно, чтобы мы не потеряли этого духовного измерения развития нашей личной, семейной и общественной жизни. И еще раз хочу сказать, что этот величественный кафедральный собор является свидетельством именно такого духовно ценного и целостного пути нашего исторического развития, который сейчас имеет место. И действительно символом всего этого являются Божьи храмы. Но при всем этом мы должны помнить, что враг рода человеческого силен,
искушения, соблазны ведь посещают каждого человека. И иногда кто-то, не имея возможности сопротивляться этим соблазнам, а их множество и в светской жизни, да и в церковной жизни, когда враг рода человеческого подталкивает к плохим мыслям, к плохим словам, а иногда и к действиям плохим. Вот очень важно, когда мы попадаем в полосу таких искушений, чтобы мы вспоминали о великой духовной истории нашего народа, о духовных и героических подвигах нашего народа. Вспоминали бы и о том, что даже в это непростое время мы все являемся свидетелями освящения этого величественного собора, как видимого знака живой веры русских людей, живущих здесь, на севере страны нашей. И пусть Господь помогает и дальше всем нам идти вперед, сохраняя веру в сердце, совершая добрые дела, к которым Господь нас призывает, ибо вера без дел мертва есть, проявляя внимание, любовь и заботу друг о друге. И вот об этом особенно бы еще хотел сказать. Забота друг о друге. На языке общественном это называется солидарностью. Но забота – это более теплое слово, чем солидарность. Если мы заботимся особенно о тех, кто нуждается в помощи, если мы заботимся друг о друге, если мы в семьях стараемся не раздражать друг друга, по мелочам не ссориться, не обижать, хранить супружескую верность, созидать дом как общее пространство не только материальной, но и духовной жизни, вот тогда будет, несомненно, укрепляться и жизнь всего нашего народа. Невозможно строить сильную страну и разрушать семьи. Невозможно говорить о солидарности общественной и разрушать брак. Невозможно говорить о будущем и не заботиться о воспитании детей и молодежи. Поэтому сегодня все это те задачи, которые стоят на нашей общенациональной повестке дня, в решении которых, по милости Божией, сегодня активно принимает участие наша церковь. Я хотел бы еще раз поблагодарить вас, владыка Корнилий, и все духовенство, и власти местные, и вас, мои дорогие, за построенный сей величественный храм. Но теперь самое главное, чтобы этот храм всегда вами наполнялся. Вот нету храма, вроде как прошел по тому месту, где ничего нет, но и в сердце ничего не двинулось. А когда проходишь мимо храма или проезжаешь, особенно в воскресенье, слышишь колокольный звон, а сам в храм не идешь, вот это звоночек нашей совести. Храмы строим для того, чтобы люди туда приходили, молились, становились лучше и сильнее. Не упускайте этого шанса. И в этом величественном соборном храме стяжите души ваши, как говорит об этом Слово Божие. Я хотел бы еще раз поблагодарить владыку митрополита, все духовенство и всех вас, мои дорогие, и пожелать помощи Божией, крепости сил всем нам, ну и процветания героической архангельской земле, земле, которую населяют сильные, мужественные и добрые люди. Храни вас всех Господь!